Boran uyandığında bana ne olacak bilmiyorum. Seni isterse Boran ne olacak? Sen istersen ne olacak? Sen yasal olarak onun karısısın. Ben Bora'nın karısı değilim, ben senin karınım. Ben sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum. Sen neyden korkuyorsun Cihan? Parmağı oynuyor. Sen oğlunun sesini bir bekledim, kurban olduğum evladım. Привет, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. 32-й эпизод сериала стал эмоционально истощающим, но в то же время захватывающим, не давая зрителям оторваться от экранов. Каждая сцена сталкивалась с тенями прошлого и глубоко погружала в душевные переживания героев. Далекий город начал превращаться не только в историю города, но и в историю бурь, бушующих в сердце семьи. Этот эпизод, особенно сосредоточенный на семейном треугольнике Алии, Джихана и Садакат Ханем, был полон событий, которые нарушили равновесие всей семьи. Самый яркий момент эпизода начался, когда Алия увидела Барана. Казалось, кровь отхлынула от нее, когда она увидела его, выражение ее лица отражало одновременно шок и недоверие. Сердце забилось, тело, казалось, не в силах было с этим справиться, и она рухнула на землю. Джихан, повинуясь порыву, бросился к ней и подхватил на руки. Она была в такой искренней панике, что ее голос дрожал, когда она сказала Алие: «Возьми себя в руки, Алия». Он ни на минуту не отходил от ее постели, пока она везла его в больницу. Усталое выражение лица Алии, когда она открыла глаза, было выражением женщины, мир которой перевернулся с ног на голову. Когда Алия узнала, что Баран жив, все ее чувства смешались. «Все это время я плакала на могиле другого мужчины», — сказала она, но на самом деле она испытывала опустошение от осознания того, что ее собственная жизнь была построена на лжи. Для нее смерть была принятой вечностью, но теперь, посреди этой вечности, мужчина вернулся. Больше всего она думала, как объяснить это Денис. Потому что даже смерть понятна ребенку, но возвращение объяснить никогда не бывает легко. Для Садакат Ханем напряжение достигло совершенно иного уровня. Тот факт, что все в особняке держались отстраненно в годовщину смерти Барана, был вопиющим неуважением к ней. «Сегодня день моего сына, как ты можешь так отвлекаться?» — кричала она, не в силах сдержать гнев. Кая стала мишенью для матери, как только вошла в особняк. «Где ты? Кому принадлежит этот дом?» — кричала она, но Кая могла только защищаться. Хотя она и сказала, Аля была на дежурстве, встреча брата затянулась, мама, она не смогла остановить Садакат Ханем. Позже снова всплыла тема свадебного спора с семьей Ипек. «Ты опозорила меня перед всеми». Это задело гордость Садакат Ханем. Ответ Каи «это произойдет, но не сейчас» был вызовом как давлению матери, так и ее судьбе. Этот диалог предвещал углубление конфликта матери и сына. Когда Джихан узнал, что Шахин спрятал Барана, присматривая за Алией, события приняли неуправляемый оборот. Попытка Шахина прийти в особняк, узнав, что Баран жив, полностью изменила баланс сил. Нари попыталась остановить Шахина, она встала перед ним и сказала: «Не делай этого, сейчас не время», но Шахин был непреклонен. «Правда будет сказана», — сказала она, взяв Нари за руку и направляясь к особняку. Увидев их в дверях, Садакат Ханем не смогла сдержать гнева, что этот человек делает у моей двери. Закричала она. Ответ Шахина ошеломил всех: «Ты спрятал Барана, хотя он был жив, чтобы подставить нас. Ты лживо обвинил моего отца Экмела». В этот момент в доме повисла тишина. Когда Джихан удивленно спросил: «Мама, что здесь написано?», лицо Шахина исказилось от гнева. Когда он сказал: «Мой брат Баран жив», мама, глаза Садакат Ханем потемнели, и она тут же упала в обморок. Выйдя из больницы, Алия решила пойти к Барану. Войдя, она увидела мужчину, которого когда-то любила, бледного, но живого. «Зачем ты заставил меня все это пережить? Зачем ты так упорно действовал за моей спиной?» — воскликнула она, заливаясь слезами. Баран молчал. Казалось, он хотел что-то сказать глазами, но слова застревали в горле.
Когда вошла Садакат Ханем, она выпроводила всех. Она взяла сына за руки, обняла и поцеловала. «Прости меня, сынок», — сказала она, и ее щеки были мокрые от слез. В этот момент материнское сожаление столкнулось с женской властностью. Садакат Ханем хотела привести барана в особняк. Джихан сказал, что уже ночь, и пообещал привести его утром. Джихан, Кая и Наре попытались заставить Шахина замолчать. «Ты никому не расскажешь, что баран жив, особенно Экмелю», — сказали они. Видя нерешительность Шахина, Наре пригрозила ему: «Если расскажешь, я уйду от тебя и вернусь в особняк». Эти слова остановили Шахина. «Это Мини собиралась сказать моему отцу?» — спросил он. Наре, отведя взгляд, ответила: «Да». Шахин смог лишь сказать: «Надеюсь, ему станет лучше», и вышел из особняка. Когда Аля вернулась домой, Денис обняла ее. Невинность девочки немного смягчила сердце Алии, но покоя все равно не было. Когда Джихан вошел в комнату, он сразу заметил неуверенность на лице Алии. Каждое ее слово звучало со страхом и сожалением: что будет, когда баран придет в особняк? Что будет, если Денис узнает? Что будет с нами? На этот раз Джихан с мрачной решимостью сказал: «Давай пока ничего не говорить. Если он проснется, мы поговорим. Если нет, он ничего не узнает». Алия вздохнула: «Мы уже не будем прежними. Я не могу смотреть на тебя, мне кажется, что я его предаю». Эти слова пронзили сердце Джихана, словно нож. Хотя Джихан сказал: «Мы это переживем», горькая улыбка на его лице показывала, что он тоже не был уверен. В этот момент в особняк приехала невеста Каи и Пек с семьей. Пока шли приготовления к свадьбе, Джихан поприветствовал их и успокоил, сказав: «Это было недоразумение, свадьба обязательно состоится». Он даже пообещал: «Давай назначим дату через месяц». Но именно в этот момент все изменил телефонный звонок от Надима. Когда Джихан вышел, Надим начал его шантажировать. «У меня есть секрет о Кае», — начал он. Затем он рассказал о беременности Зеррин. «Этот ребенок от Каи. У меня есть документы, подтверждающие бесплодие Демира», — сказал он. Лицо Джихана внезапно похолодело. В этот момент он понял, насколько опасна игра Надима. Джихан быстро вернулся в особняк и заявил Демиру: «Ты разведешься с Зеррин. Этот ребенок тебе не принадлежит, и я не опозорю Альбору», — заявил Демир, поняв, что за инцидентом стоит его отец, Надим, и схватил пистолет. Однако вмешались люди Надима, схватили Демира и жестоко избили его. Надим пригрозил сыну: «Если ты не будешь меня слушаться, тебе нет места в этом особняке». Узнав, что баран жив, Садакат Ханем стала относиться ко всем с подозрением. Она больше никому не доверяла. Услышав на кухне вопрос Пакизи: «Это что, жизнь?», она потеряла контроль над своим гневом. Когда она попыталась дать ему пощечину, Кадир встал перед ней и получил пощечину. Когда Алия прибыла на место, она стала мишенью для гнева Садакат Ханем. «Ты хочешь его смерти, чтобы не оставлять Джихана?» Аля была ошеломлена. Это заявление разбило ей сердце. Джихан вмешалась и строго предупредила мать. «Хватит, мама», — сказала она, защищая Алью. Однако Садакат Ханем отпустила Пакизи, уходя. Когда Кадир и Ифтияр заявили: «Если он уйдет, мы тоже уйдем», Алия вмешалась. Заявив: «Никто никуда не уйдет», она впервые взяла особняк под свой контроль. За ужином все, казалось, вернулось к нормальной жизни, но папа Денис посеял хаос. Садакат Ханем гневно крикнула: «Он твой дядя». Аля тут же взяла Денис и ушла в комнату. Джихан тоже встал из-за стола. От крика Садакат Ханем стол задрожал. В ту ночь невинное сердце маленькой Денис снова смягчилось. «Пусть и папа тоже придет», — сказала она, подойдя к Алие и Джихану. Все трое уснули вместе. Но перед самым утром случилась беда. Садакат Ханем, вошедшая через дверь, которую Денис оставила открытой, пришла в ярость, увидев их в таком состоянии. «Вы что, лежите здесь, спите бок о бок, а баран лежит внизу?» — закричала она. Джихан больше не мог этого выносить.
Он вывел мать, заперся в другой комнате и в гневе разбрасывал вещи. Аля молча плакала в углу комнаты до рассвета. Утром Садакат Ханем разыграла свою последнюю карту. Она передала Умму и позвала всех в гостиную. Адвоката, детей, слуг. Все собрались. Когда она объявила: Баран жив. Следовательно, брак Алии и Джихана недействителен. Они немедленно разводятся, в доме повисла ледяная тишина. 32-я серия закончилась решением Садакат Ханем. Теперь под вопросом окажется не только брак, но и вся семейная жизнь. Алия столкнется со своей совестью, Джихан с любовью, Садакат Ханем с гордостью, а Баран с тенью прошлого. В особняке царит тишина, но все чувствуют звездочка, звездочка, трепет, звездочка, звездочка внутри. В следующей серии эта тишина предвещает еще более сильные бури. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.